Приветствую вас на моем канале о вязании. Меня зовут Люба, и сегодня мы вяжем красивый ажурный узор, очень необычный, очень интересный, фактурный, объемный и очень важно легкий в исполнении. Это его лицевая сторона, изнаночная сторона аккуратная, тоже симпатичная. Узор хорош для вязания джемперов, свитеров, шарфов. Таким узором можно связать достаточно плотный палантин. Поэтому узор универсальный, интересный. За счет ажура узор выглядит объемно. То есть он не плоский. Если сомневаетесь в ровности своего вязания, то узоры с такими объемными элементами вам помогут скрыть какие-то недочеты в вязании. Особенно это касается новичков. Узор очень легкий в исполнении, поэтому не бойтесь ажуров, не бойтесь вот таких вот, на первый взгляд, кажущихся сложных элементов. На самом деле очень все просто. Раппорт узора составляет 3 петли плюс 2 кромочные петли. То есть нам нужно набрать такое количество петель, чтобы оно делилось на 3. Я буду вязать небольшой образец из гладкой пряжи. Вот она, такая шелковистая. Наберу 12 петель. Обычным способом вы набираете любым удобным для вас способом. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 2 кромочные 13 и 14. 12 петель на основной узор плюс 2 кромочные петли. Одну спицу я достаю и начинаю вязать с первого ряда. Первую кромочную, как обычно, я провязываю лицевой. Закрепляем край вязания. И первые 3 ряда мы вяжем лицевыми и изнаночными. Первый и третий ряды лицевые ряды. Вяжем лицевые петли до конца ряда. Просто лицевые петли. Кромочную вяжу изнаночной, можно вязать лицевой, как привыкли. Вяжем второй ряд, кромочную снимаем, все петли изнаночной до конца ряда. И третий ряд мы вяжем все петли лицевой до конца ряда. Три ряда провязаны, просто 3 ряда лицевой глади. И самый интересный узор мы сейчас вяжем ажур. Кромочную мы снимаем. Сейчас нас интересуют следующие 3 петли. Мы вставляем правую спицу в 3 петли за задние стенки и вяжем одну лицевую петлю. Петли с левой спицы не скидываем. Делаем накид и снова вводим правую спицу в 3 петли, уже провязанные, и снова вяжем одну лицевую петлю. Петли с левой спицы скинули. Следующие 3 петли вяжем точно так же. Заводим правую спицу за задние стенки, провязываем одну лицевую, 3 петли с левой спицы мы не скидываем, делаем накид, вводим правую спицу снова в эти 3 провязанные петли и снова вяжем одну лицевую. Скинули 3 петли с левой спицы, у нас получается как бы вот такой пучок. И с каждой тройкой следующих петель мы делаем то же самое. Заводим правую спицу за задние стенки, лицевая, накид, и сюда же провязываем еще одну лицевую петлю. Скинули. И последняя тройка, 3 петли за задние стенки, лицевая, накид и лицевая.
и кромочная, изнаночная, либо лицевой, как вы привыкли вязать. Вот так сейчас выглядит наше вязание. Разворачиваем на лицевую сторону. То есть вот она, фактура нашего узора вывязывается, получается, на лицевой стороне. То есть как бы ажур мы вывязываем на изнаночной стороне, а проявляется вся красота узора на лицевой стороне. И повторяем все с первого ряда. Снова вяжем 3 ряда лицевой глади, изнаночную сняли, и вот этот ажурный узор вяжем таким образом. За задние стенки первая петля лицевой, далее вторая петля лицевой и третья петля также лицевой. И следующая тройка лицевая, лицевая, лицевая. Снова, то есть все петли мы вяжем лицевой за задние стенки. Вот так получается. И последние 3 петли лицевой также. Если у вас нить расслаивается так же, как у меня, будьте немного внимательнее, чтобы не захватить соседнюю петлю. И кромочная, изнаночная. То есть мы начали вязать раппорт уже следующий. Узор более понятен теперь. И 2 ряда лицевой глади. Сейчас мы вяжем второй ряд раппорта, все изнаночные. Второй ряд готов. Третий ряд все лицевые. Готово. И сейчас мы снова вывязываем наш ажур объемный. Кромочную петлю мы снимаем. Нас интересуют следующие 3 петли. Заводим правую спицу за задние стенки изнаночных петель. Вывязываем из 3 лицевая, накид и сюда же лицевая. Ничего сложного, скинули. Снова из 3 3 за задние стенки, лицевая, накид, лицевая. Старайтесь вывязывать вот эти петли с одинаковой длиной, чтобы узор у вас был равномерный и одинаковый. И так до конца ряда. Вот такой небольшой образец из гладкой пряжи у меня получился. Когда вы свяжете, получается, начнете вязать следующий раппорт узора, то есть следующий ряд будет у нас лицевой, вот этот ажурный ряд, он будет завершенным выглядеть. То есть сейчас он как бы такой небрежный, а будет завершенный, красивый, интересный ажур. Достаточно объемный. И еще раз покажу вот этот узор в пушистой пряже. В гладкой пряже, мне кажется, узор выглядит удачнее, интереснее, то есть более фактурнее, что ли. Смотрите сами, из каких-то пушистых мохеровых пряжей узор тоже будет интересно смотреться, так же, как и в гладкой. То есть в гладкой пряже можно связать какой-то джемпер, свитер на ваше усмотрение. Если этот видеоурок вам понравился, не забывайте поставить пальчик вверх и подписаться на мой канал, если вы до сих пор не подписаны. До встречи в новых видео. Пока!